Что же такое манипуляция? Слово «манипуляция» сегодня используется слишком часто и везде. Вот только использовать и понимать его значение – два диаметрально разных понятия. Часто слышу от мужчин: вы, женщины, манипулируете чаще и больше. А что такое манипуляция, уточняю я? Ну, моя жена говорит: если ты мне не купишь шубу, я не буду готовить. Мой ответ: это не манипуляция, это договоренность, контракт, в котором жена выставляет цену твоего комфортного существования. Поэтому попрошу не путать манипуляцию с мотивацией, провокацией, флиртом и уж тем более договоренностями, как в нашем примере с женой. Мотивация – это выгода в первую очередь для мотивируемого. Провокация – это форма проверки, во время которой ты не берешь чужой ресурс. Флирт – это обоюдная игра слов, приносящая удовольствие обоим. С манипуляцией же все иначе. Манипуляция – это скрытый психологический прием, целью которого является заставить человека, вопреки его интересам, выполнить нужное действие. Немаловажный фактор манипулирования – сделать так, чтобы человек сам проявил инициативу. Поэтому психологическая манипуляция – это нечто совсем другое. В моем понимании это разрушение границ психики партнера без его согласия. Это отношения, которое манипулятор выстраивает таким образом, что ты делаешь только то, что нужно ему, без просьб и договоренностей. При этом ты никогда не получаешь то, на что рассчитывал. Отношения манипулятор-жертва, кукловод-кукла всегда строятся по принципу «выиграл-проиграл». Я это называю игра в одни ворота. Тот, кто проиграл, собственно, и является жертвой. Он кукловод, ты вещь. Я вещь, которую тот, кто ставит себя выше меня, использует в своих интересах, не ставя меня в известность об этих своих интересах. А я никогда не получаю то, что рассчитывала. Такая мысль является точным определением состояния жертвы манипулятора. Поэтому манипуляция – это скрытый психологический прием, цель которого – получить ресурс жертвы, ничего не отдавая взамен. И к использованию манипуляции в отношении себя пора относиться как к ограблению. Какие ресурсы могут быть интересны игрокам? Основные – это секс, эмоции и материальные ресурсы. Но чаще это влияние, интеллект, пиар, продвижение, привлечение. Есть отдельная категория манипуляторов, которых волнует исключительно психоэмоциональный ресурс жертвы. Они испытывают безграничное удовольствие, доводя жертву до психологического срыва. В этот момент они ощущают себя всемогущими. Почему мы становимся жертвами манипуляции? На то есть несколько причин. Мы наивно полагаем, что нас это не коснется. Мы уверены, что манипулируют кем угодно, кроме меня. Наш преступный оптимизм – главная причина. 21 век, время открытой информации и общедоступных знаний, превратил манипуляцию в повседневную реальность. Наше невежество в понимании механизма психологического подавления не дает возможности распознать манипулятора. Если абориген не понимает, что такое огнестрельное оружие, оно все равно выстрелит. Вторая причина – наивная вера в то, что жертва эксплуататора – это всегда неуверенная в себе личность. На самом деле порабощенными чаще всего становятся успешные и витальные женщины и мужчины, не склонные к лжи и цинизму. Манипулятору нужен ресурс, поэтому нересурсные освобождены от его внимания. Жертвой манипулятора может стать каждый носитель комплексуальных структур. А как известно, людей без комплексов не существует. Главное – суметь их пробудить. И манипуляторы мастерски владеют искусными приемами для этого. И у каждого из нас есть выбор – либо учиться распознавать эти приемы, либо становиться жертвой из-за собственного незнания. В мире, где господствует интернет, психологическое подавление стало реальностью. И к его использованию в отношении себя пора начать относиться как к ограблению. Почему, когда мошенник, применив эриксоновский гипноз, забирает у жертвы кошелек, на него можно написать заявление в полицию? А когда манипулятор, используя тот же метод, получает секс через 3 часа знакомства, нет. И не только секс, манипулятор получает бесплатный труд, влияние, финансовый ресурс, популярность и многое другое. И в том, и в другом случае жертва отдала свой ресурс сама. Почему мошенников мы опасаемся, а манипуляторов нет? Почему в детстве нас пугают цыганками, а манипуляторами никогда? Пришло время принять, что техниками манипуляции владеют многие люди,
и каждый день их становится больше и больше. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Благодарю вас за ваше желание понять и защитить себя.